Фильм начинается с пары Нара и Алика из Лос-Анджелеса, которые едут в деревню для отдыха. Однако по пути к месту назначения они теряются. Они останавливаются на промежуточной станции в поисках помощи, но внутри никого нет. Нара даже не может найти ванную, чтобы справить нужду, а вместо этого обнаруживает чей-то сотовый телефон и кошелек. Несмотря на странную находку, она справляет нужду снаружи. Она не знала, что рядом находится окровавленный череп человека. Затем Нара возвращается к машине и небрежно рассказывает о вещах, которые она нашла. Однако Алик не выглядит слишком обеспокоенным, потому что его больше беспокоит машина. По пути пара встречает женщину, у которой сломалась машина. Алик предлагает помочь и немедленно приступает к работе. Тем временем дамы начинают болтать, и женщина спрашивает Нару, замужем ли она за Олеком. Этот комментарий заставляет Нару чувствовать себя очень некомфортно, и она твердо заявляет, что это не ее дело. К сожалению, женщина обижается и начинает критиковать пару. Между тем, несмотря на свои искренние попытки, Алик не может починить машину. Это еще больше раздражает женщину, и она оскорбляет Алика, называя его паршивым парнем. Разъяренные, что их ругают без причины, пара садится в машину и уезжает, оставив женщину позади. Нара выражает свое презрение к сельской местности, ссылаясь на встречи с такими людьми, как на одну из причин. Через некоторое время они находят переполненную закусочную и останавливаются, чтобы перекусить. Они заказывают невегетарианские гамбургеры и напитки. Однако, когда они их пробуют, вкус им кажется странным. Затем Алик замечает, что мужчина странно смотрит на Нару. Это вызывает у него дискомфорт, и он настаивает на уходе. Нара тоже соглашается, и они готовятся выйти из закусочной, не закончив трапезу. Однако на выходе мужчина резко останавливает их и предупреждает Нару, что в этой деревне ей небезопасно. В следующей сцене Алик кажется искренне обеспокоен тем, что мужчина сказал ранее, но Нара считает, что он просто местный чудак. Через некоторое время они останавливаются на заправке, и Алик заправляет машину. Он также спрашивает у кассира по имени Эндрю о вариантах проживания поблизости, и последний направляет их к арендованным домикам дальше по дороге. Продолжая свой путь, они натыкаются на полуразрушенную хижину. Поначалу Нару беспокоит обветшалое место, но не имея выбора, они решают войти. Когда они вместе поднимаются по лестнице, они вздрагивают от хозяина, лицо которого перекошено и искажено. Он тепло приветствует их и спрашивает, нужна ли им комната. Когда Алик подтверждает, что они ищут место, где можно остаться, домовладелец ведет их в ближайшую хижину. После того, как он уходит, встревоженная Нара выражает свои подозрения по поводу арендодателя. Однако он успокаивает ее, уверяя, что все в порядке. Пока эти двое разговаривают, камера показывает верхнюю часть соседней двухъярусной кровати, которая кажется залитой кровью. Ночью видно, как под навесом прячется человек в маске овцы. Он медленно вылезает из-под кровати и угрожающе нависает над ними. На следующее утро Нара просыпается и обнаруживает, что ее заперли в собачьей клетке. Ужасное зрелище почти вызывает у нее сердечный приступ. Затем появляется мужчина в маске козла и стучит по ее клетке, показывая, что ей следует хранить молчание. Напуганная Нара подчиняется, но после того, как мужчина в маске уходит, она пытается сбежать. Она замечает камень возле ее клетки, и ей удается схватить его через решетку. Затем она пытается использовать его, чтобы сломать замок ее клетки, но в этот момент возвращается человек в маске козла вместе с другим мужчиной в маске коровы. Позже Нара приходит в сознание в сарае, привязанная к стулу. Затем появляется человек и искусственно оплодотворяет ее с помощью большого инструмента, похожего на шприц. Далее Нару сажают в клетку и куда-то увозят. По дороге она замечает в сарае других людей в масках, занимающихся своими повседневными делами. Она также видит мужчину, разрезающего труп мужчины. Становится очевидным, что в этой ферме производится человеческое мясо. Через некоторое время двое мужчин бросают Нару в сарай. Затем сцена переходит в комнату, где Алик и другие мужчины заключены в клетку. Как он приходит в сознание, он понимает, что ему заткнули рот и лишили одежды. Алик пытается поговорить с другими мужчинами в сарае, но безуспешно. Затем появляются жители деревни и один за другим бьют пленников. Алик пытается сбежать, но в конце концов его вырубают его. Далее Алика без сознания загружают на тележку и отправляют на бойню для дальнейшей переработки. Затем сцена показывает, что на самом деле это колхоз, и им управляют людьми в масках животных. Они захватывают людей и забивают их на мясо, в то время как женщины выращиваются ради молока. Собранное мясо впоследствии используется на свадьбах и различных церемониях. Выясняется, что домовладелец, которого мы видели раньше, является лидером этой тревожной организации. В
В следующей сцене домовладелец получает огромный заказ, требующий большого количества мяса. Интересно, кто вообще заказывает такое мясо, однако рабочий сообщает ему, что у них недостаточно людей для удовлетворения спроса. Вариантов не осталось, и он решает использовать одну из женщин. Затем он направляется в молочный сарай, где в многочисленных клетках содержатся кормящие женщины. Хозяин оценивает уровень производства молока, чтобы выбрать для убоя наименее продуктивную женщину. В ходе проверки он замечает, что женщина тайно кормила ребенка грудью. Это злит его. По его приказу рабочий хватает ее ребенка и, думаю, вы поняли, что он сделал. Затем выясняется, что Эндрю, которого мы видели раньше, работает на него, и его работа направлять посетителей в эти дома. Однако Эндрю умственно отсталый, он пытается поговорить с женщиной, но ее это бесит. В свою очередь он тоже злится и называет ее плохим человеком. Позже, когда рабочий приходит в сарай, он обнаруживает женщину мертвой. Понятно, что Эндрю убил женщину и сбежал оттуда, на самом деле она просто спит. YouTube не бань. Когда домовладелец узнал об этом, он в гневе приказывает своим людям найти Эндрю. Внутри сарая Нара обнаруживает еще одного пленника, который находится рядом с ней. Женщина подключена к доильному аппарату. Когда Нара спрашивает, что происходит на ферме, женщина говорит: лучше не знать, потому что нет возможности сбежать. Затем она сообщает, что ее держали на ферме с целью разведения в течение последних 2 лет. Пока они продолжают болтать, мы слышим крики другой женщины по имени Эшли, которая также находится в плену 3 года. Нара пытается предложить ей поддержку, уверяя ее, что они найдут способ сбежать. На бойне мужчина в маске ловит Эндрю. Сумасшедший утверждает, что он не виноват, но его насильно уводят. Затем домовладелец делает выговор Эндрю за пренебрежение своими обязанностями и прямо просит его не играть с едой. В данном случае он называет людей пищей. После этого Эндрю поручают накормить заключенных едой. Однако, выполняя это задание, Эндрю случайно опрокидывает кастрюлю с едой, выплескивая содержимое. Боясь наказания, он убегает, а рабочий в маске преследует его. В конце концов, они оказываются в теплице, но Эндрю продолжает свой побег. Он бросается к хозяину на кухню, показывая орегано в качестве подношения. Как ни странно, хозяин принимает подарок и прощает его. Затем сцена переходит в сарай, где Нара наблюдает, как убивают одну из женщин. После того, как мясники уходят, она впадает в отчаяние. Однако вскоре ее прерывает шум у двери. К ее удивлению, Алек все еще жив и в сознании. Нара задыхается от волнения, и им каким-то образом удается сбежать из конюшни. Однако опасность еще не миновала, поскольку им все равно придется пробираться через территорию, избегая при этом людей в масках. Нара помогает Алеку добраться до грузовика для побега, но он не может его завести в критический момент. Пиздец, блядь! Что вынуждает их продолжать путь пешком. В конце концов, они натыкаются на церковь. В этот момент в церковь входит мужчина в маске коровы. Он начинает молиться, и пара воспринимает это как прекрасную возможность сбежать. К сожалению, их ловят, и мужчина звонит в колокол, предупредив других рабочих на ферме. Во время бега Алек попадает в медвежий капкан, и Нара пытается его освободить. Однако, увидев приближающихся рабочих в масках, Алек говорит ей бежать. Нара не хочет оставлять любовь всей своей жизни, но у него нет другого выбора. Когда она неохотно убегает, рабочие догоняют Алика. Тем временем Нара укрывается в сарае. Там ее замечает один из пленников и молча сигнализирует ей бежать. Нара быстро приближается к его клетке и просит его помочь ей сбежать с фермы. С некоторым колебанием мужчина рассказывает ей об автобусе, который рабочие используют для перевозки своих жертв. Он также рассказывает, где рабочие хранят ключи. Получив эту информацию, Нара направляется в помещение, где припарковано множество машин. Там она замечает водителя в маске, к счастью, повернутого спиной к ней. Воспользовавшись этим, Нара бьет его молотком по голове и нокаутирует. В этот момент 3 людей в масках замечают Нару и бегут к ней, но она садится в машину и уезжает. К сожалению, вскоре у нее заканчивается бензин. Затем ее преследуют по всей территории, и, не имея выбора, Нара в конце концов возвращается в конюшню. Там она освобождает Эшли и помогает ей выбраться. Затем они направляются к автобусу, но ключи отсутствуют. Несмотря на разочарование, Нара помнит, что сказал человек в клетке ранее, поэтому она идет в указанный дом, чтобы забрать ключи. Ей удается найти их, а затем она возвращается в автобус. По какой-то причине Эшли выглядит очень обеспокоенной, и когда Нара заводит автобус, она понимает, что все места к ее ужасу заняты людьми в масках. Опа. Фильм заканчивается тем, что рабочие в масках собрались вокруг стола, за которым Нара и Эшли в виде жареных поросят с яблоками во рту.